Привет, друзья! Для тех, кто меня не знает, меня зовут Дарья, я художник-акварелист. Каждый месяц я записываю видеоотчет, так сказать, о проделанной работе, отвечаю на ваши вопросы. Начну с моих личных новостей. Я решила попробовать вступить в Союз художников Армении. Для того, чтобы туда попасть, нужно 5 лет подряд участвовать в отборочной выставке, которая проходит вот сейчас скоро. Она открывается 8 февраля. И 2 мои работы попали на эту выставку, чему я была очень рада. Не знаю, насколько строгий и сложный был отбор. Мне сложно сказать, потому что я не видела работы других участников еще. Но картин было очень много. Когда я принесла, там правило такое, что нужно принести оформленные уже картины в Союз художников Армении, в их выставочный зал, который находится в центре Еревана. Вот, картин там было много. Не знаю, все ли это картины художников, но список по итогу был очень большой художников-участников. Вот так вот, кстати, пишется мое имя на армянском. Теперь я это знаю. Ну что ж, теперь отвечу на ваши вопросы, а потом покажу картины, которые у меня получились в январе, что у меня было нарисовано. Первый вопрос. Как вы выбираете темы для своих картин? Ну, смотрите, вообще это очень хороший вопрос, потому что много я вижу, что там кто-то говорит, что вот я не знаю, что нарисовать, или рисуют все подряд, но как будто бы нету единого стиля у работ. Я тоже такое проходила, и до сих пор у меня тоже бывают иногда такие разномастные работы. Я стараюсь собрать это все воедино, и в какой-то момент я решила планировать заранее, по крайней мере, на месяц, приблизительно хотя бы количество, какие работы я хочу написать. Я прям посвящаю этому приличное количество времени, это может быть полдня. Я засаживаюсь, во-первых, я планирую свою ленту в Инстаграм, в каких цветах она будет, соответственно, под эти цвета подбираю работу. Плюс есть такое понятие исследовать тему. Например, в этом месяце мне была интересна тема воды. Многие, кто следит за мной, знают, что я часто пишу фрукты, особенно там яркие, такие оранжевые персики. Вот эта, кстати, картина я рисовала сегодня, она еще не закончена. Там еще маскирующая жидкость, пока вот она досыхает, чтобы снять маскирующую жидкость, ждет. Вот. И внутри этой темы я пробую разные подходы, разные вариации, как-то немножко меняю, подбираю референсы и прямо этому посвящаю отдельное время. И потом у меня уже есть список того, что я рисую, и я в соответствии с этим списком выполняю свой план, как вот на заводе или там, где там выполняют план еще. Ну, примерно вот так, да. То есть время на романтику, оно у меня вот 1 раз в месяц для вдохновения. Ну, не всегда, конечно, если вот есть такой прям творческий порыв, я это не блокирую и, конечно, рисую. Но я люблю планировать. Если вам это интересно, могу записать про это отдельное видео. Я прям даже одно время думала записать целый курс по планированию для творческих, но в какой-то момент я поняла, что не всегда это всем подходит, и у меня тоже происходят изменения в плане вот осознания, как планировать и в то же время оставаться творческим, как это совместить. В общем, интересная тема, о ней можно прям вот одно целое видео записывать. Следующий вопрос. Есть ли конкретные места в Армении, которые вас вдохновляют? Тут хочется составить топ из таких, ну, можно сразу говорить, что из самых часто посещаемых. В целом мне нравятся горы, и нравятся вот эти горные пейзажи. И здесь, наверное, 2 таких места, которые совмещают и горы, и воду. Это Сиван и Азадское водохранилище. Вот, но в Сиване есть минус, что там большую часть времени там холодно, поэтому там чуть сложнее. Но в целом вот
погулять, проветриться. Это отличное место. Вообще мне это очень нравится, что в отличие от там, центральной России, где можно там ехать 100 километров, 200 километров там, от Москвы или от Питера, и плюс-минус ландшафт не меняется. Здесь, отъезжая там, на 60 километров, ты видишь совершенно другой ландшафт. И это позволяет отдыхать очень классно. И отдыхать глазам, и вдохновляться, наполняться вот этой вот такой природой. Я думаю, что для кого природа является ресурсом, мне кажется, это большинство людей, то это прям, да, они меня поймут. А в самом Ереване это, во-первых, место, где я живу, это озеро рядом с моим домом. Я очень рада, что здесь, именно в этой локации я поселилась, потому что здесь не так много воды в самом городе, и маловато мест вот с такими парками, по-честному. А здесь прям такой оазис, особенно в жаркое время, в душную погоду здесь. Очень красиво на рассвете, на закате. Все эти виды можно бесконечно смотреть. Ну и Арарат тоже так шикарно отражается. Центр Еревана тоже, пожалуй, для меня является таким местом вдохновения. Мне очень нравится бульварная часть Еревана. Здесь есть такие прудики, в которых летом плавают уточки-гуси. Особенно осенью все это очень красиво, когда еще есть вода, но при этом вот эта золотая осень безумно красиво, потому что здесь очень много солнца. И осень не пасмурная, не такая солнечная, когда листья золотятся на солнце. Это очень красиво. Следующий вопрос. Как долго занимает создание одной картины? Здесь, конечно, зависит от картины, от задумки, но в основном это довольно быстро. Ну, сравнительно, да, это около 3 часов, в среднем 1 сеанс, и я стараюсь уложиться в это время. Бывает и быстрее, но мне не нравится долго сидеть над работой. И обычно, если к работе нужно возвращаться на второй сеанс, во второй день, я как будто бы теряю такую уже связь, уже другое настроение, поэтому я стараюсь максимально сделать все за один подход, за один сеанс. А максимально больше 3 часов тяжело работать, все равно хочется, уже просто вот голова, я чувствую, что уже перестаю видеть через 3 часа, то есть нужно выйти, нужно как-то либо проветриться, покушать, переключиться на какой-то, не знаю, там, убраться, в общем, как какой-то другой деятельностью заняться, которая не связана с вот такой активной мозговой деятельностью. Что для вас было самым приятным и самым неприятным в переезде из России в Армению? Интересный вопрос на рефлексию. Давайте начну с плохой новости. С плохого у меня был прям неприятный эпизод, до сих пор он мне сидит в памяти. И это ситуация, когда я снимала на пару квартиру с девушкой, которая по итогу оказалась совершенно невменяемой и устраивала какие-то сумасшедшие истерики. И дело закончилось тем, что мне просто пришлось сбежать из этой квартиры, потому что уже какие-то за гранью моего ощущения добра и зла. Я потом еще несколько месяцев вообще отходила. Я не ожидала, что такое бывает. И что 2 человека из одной... То есть девушка тоже была из России, девушка тоже была с ребенком. Что 2 человека настолько могут не мочь договориться и найти общий язык. А я себя считаю довольно... как сказать, довольно как бы неконфликтным и
коммуникативным человеком, но вот была такая ситуация. А самое приятное, вообще в целом, наверное, я не ожидала много от Армении, не ждала вообще, что я когда-нибудь буду здесь жить, и что здесь мне будет нравиться. Но вот общая в целом атмосфера и гостеприимство, и опять же люди, да, и русские, и армяне, огромное количество людей, как там в советских песнях, их у нас больше, чем плохих. Очень много хороших людей я познакомила и имела в своей жизни и продолжаю иметь. Перед тем, как показать вам свои работы, поделюсь еще одной радостной для меня новостью. В этом месяце, то бишь в январе, я продала 3 работы в галерее Saatchi Art. Это американская онлайн-галерея. Не все ее любят, потому что считается, что там много всего. То есть там может любой человек выставляться, который просто зарегистрировался. Другое дело, что из-за большого количества участников довольно сложно там пробиться. Я уже больше года выставляю там свои работы. У меня более 300 работ там выставлено. И вот это первый месяц, когда у меня за раз купили 3 работы. До этого были еще продажи, но очень мало. Вот, это для меня приятно. Если вам интересно больше узнать про онлайн-галереи, с которыми я работаю, то напишите в комментариях. Я запишу на эту тему отдельное видео с моим честным опытом, потому что одно время было очень популярны, и мне, видимо, потому что я являюсь целевой аудиторией, часто попадались какие-то курсы обучения на эту тему. Вот. Но мне кажется, что они немножко переоценены и не дают честной информации. То есть кажется, что достаточно просто выставить работы и сидеть на попе ровно и ждать, пока они продадутся. Но это не так. Там много работы, и она далеко не окупается. То есть заниматься этим ради бизнеса, а не потому, что вам просто нравится рисовать, хотелось бы еще и продавать, пожалуй, не нужно. Ну что ж, теперь я покажу свои работы. Начну я с тех работ, по которым у меня записаны уроки. Кто не знает, у меня есть Boosty и Patreon. Там есть уроки, которых нет на YouTube. Также, если вы являетесь пенсионером и живете в Москве, вы можете заниматься у меня бесплатно. Я работаю в организации «Московское долголетие» и веду там онлайн занятия по акварели. Поэтому, если вы или ваши родители имеют московскую прописку, то вот такая возможность есть. Вот. Для всех остальных подписка стоит без обратной связи $10 или что-то около того. Вы можете получить доступ ко всем урокам, вот, а немножко доплатив, можно еще получать обратную связь от меня. В общем, все ссылки в описании. Давайте расскажу вам про работы. Первая работа этого года. Это был вот такой вот дракон. У нас наступил год дракона. Мне в этом месяце, как я сказала, исследуем тему. Мне интересна была тема воды. Ну и в целом хотелось как-то нарисовать символ года. В этом месяце именно для учеников я много времени посвящаю исследованию темы цвета и глубины цвета и тональности внутри одного цвета. То есть здесь, например, разная тональность внутри голубого и синего делает дает больше глубины этой работе и более такое интересное ощущение. Дальше у нас был урок вот с такими нежными розами. Здесь у нас больше внимания уделяли красному. У меня было 2 работы, которые во многом посвящены красному. Это вот такая вот танцовщица.
И вот такие розы. Здесь, с одной стороны, здесь нужно было очень деликатно набирать красный, тоже соблюдать тональность, теплохолодность. Простите меня, синяя рука, я сегодня рисовала, еще не отмыла руку, только сейчас увидела на видео, что она синяя. Теплохолодность, тональность. У красного цвета в акварели есть интересные свойства. У меня есть отдельное видео, где я разбираю состав цветов. Я не зря его выкладывала именно в этом месяце, потому что оно во многом является подсказкой для вот этих видео о том, как подбирать цвета, чтобы красный был ярким, вот, чтобы он получался таким бархатистым. Ну и здесь мы работали с фигурой. Тоже я стараюсь каждый месяц хотя бы один урок посвящать человеку и работе с фигурой. В следующем месяце я тоже планирую сделать урок по наброскам человека. В общем, следите за новостями. Вот. Ну и последнее видео, которое было в этом месяце, это вот такой радужный попугай прекрасный. Здесь тоже все, то есть у меня было отдельное видео, где глубоко погружались в голубой цвет, отдельное видео, где в красный. Здесь мы соединили все, зафиксировали вот эти цвета и переходы. Очень классный урок, очень классная проработка вот техники работы с переходами цвета и подбора насыщенных ярких цветов. Рекомендую вам, если есть такая возможность, подписывайтесь, смотрите эти уроки. Дальше идут работы, которые я писала, так сказать, для себя. Мне очень хотелось, давно я не решалась на это, писать обнаженную натуру, пока я не вполне довольна результатом. Не все получается так, как мне хочется. Во многом сложно, потому что не так уж много хороших референсов, и подобрать именно референс под тот цвет, который хочется, довольно сложно. Рисовать с натуры тоже не всегда получается. Но вот у меня были две похожие работы. Одну я назвала «Меланхолия». Вот такая вот она. Надеюсь, что YouTube не заругает нас за обнаженную натуру. Она такая в серых тонах. Я специально подбирала цветовую гамму. И вторая похожая. Тут я немножко поменяла позу и немножко добавила больше света. Мне захотелось, то есть там прям такая туманная. Если вы посмотрите, она прям такая туманная и серенькая. А здесь я постаралась добавить больше света. Вот, ну вот такой вот у меня опыт. Я продолжаю, тоже постоянно учусь и продолжаю что-то совершенствоваться в изображении таких девочек. Вот. Дальше парочка работ просто с фруктами. Вот такие солнечные сливы. Я нашла фотографию такую, мне очень понравилось. И если здесь поближе посмотрите, здесь очень красивые переходы. Я прям старалась сделать, чтобы она такая живая была в цвете. Наверное, я даже еще буду такие сюжеты повторять, потому что мне очень понравилось, как оно вместе все собирается, работает. Вот. Ну и в этом месяце тоже тему воды, но я продолжаю ее для себя исследовать. Мне хочется совместить и воду, и фрукты. Посмотрим, что из этого будет получаться. Но вот были у меня такие вот плывущие персики. Вот здесь сзади я пока не показываю работу, потому что сейчас уже февраль. И по документам она написана в феврале. Поэтому она будет в следующем видео, но она еще и не дописана. Еще две моих любимых длинненьких формата. Вот такой вот веточка мандарина. У меня в прошлом месяце была веточка мандарина. Здесь я немножко пересмотрела цвета и добавила больше теней на мандарины, чтобы они были более живыми. С этой работой у меня есть закладки. Чуть позже вам покажу, как они выглядят. Вот. И вот такая вот еще тоже длинненькая работа. Это по моим референсам с Сивана. Мы на новогодние праздники ездили
на денек на Севан. У меня есть видео на канале, если интересно, посмотрите. Очень красивые там виды. Я наделала себе кучу-кучу фоток, наделала много набросков. Еще думаю, что еще будут работы. И даже думаю записать урок, который будет на Boosty и Patreon с таким тоже зимним пейзажем, с водичкой. Вот, ну и вот такие вот красные маки. Я поняла, что по опыту своих учеников, что недостаточно видео с красным цветом, и решила еще одно видео записать. Оно есть в открытом доступе у меня на ютубе. Заходите, смотрите. Очень тоже хорошо позволяет понять, почувствовать красный цвет. Ну, вот такие вот красивые легкие маки получаются. Я там объясняю, как это работает. А что еще у меня есть? В этом месяце я повторно заказала печать мерча с моими работами. Сейчас в наличии вот такие вот закладки. Они очень классные, камера не передаст, но они очень тактильные. У них сделана такая матовая ламинация и вот такие вот с разными работами, с разными фруктиками. И это все можно заказать или купить в магазинах Армении. Несколько магазинов. Если интересно, напишите, я точно дам контакты и расскажу, как заказать, соответственно, по почте. Вот. Плюс с моими работами есть вот такие вот открытки. Они тоже очень классные, очень качественная бумага. Она такая рифленая и напоминает акварель. Мне даже кажется, можно вот так вот в маленькую рамочку. Я подумываю о том, что будет заказать принты небольшие с моих работ. Вот тоже вот с такими азиатскими видами. В общем, чтобы... Вот они у меня в пакетиках упакованные. Все открытки, которые напечатаны, есть на сайте. Ссылка есть в описании. Все это можно заказать или купить в Ереване. Вот так. Вот такие дела. Задавайте вопросы под этим видео. В следующих видео я на них отвечу. Или, может быть, запишу даже отдельные видео, чтобы вам было интересно. Пишите хорошие комментарии. Прошлое видео, которое я снимала месяц назад, набрало довольно неоднозначные реакции, поэтому очень важны ваши положительные реакции. Я знаю, что люди, которые реагируют положительно, они на самом деле реже пишут комментарии. Как правило, люди приходят в комментарии со своей болью, и в целом я к этому готова, но все равно приятно, когда люди с положительными эмоциями тоже оставляют в комментариях какие-то свои слова поддержки и вообще чем это хотите поделиться, что вам интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте там лайки, колокольчики. У меня много интересного, много полезного про акварель и не только. До встречи в следующих видео. Пока.